Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на апрель 2023 года. Месяц будет очень ярким, очень насыщенным событийно, поэтому мы посмотрим, каким образом, в каких сферах вас ожидают перемены. Помогут нам сегодня в этом Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Настраивайтесь на расклад и будем смотреть информацию, читать с вами карты. Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Так. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан сила. Прекрасная карта, которая говорит об укреплении ваших сил, вашего положения, вашего авторитета, сил физических, улучшения состояния здоровья, вопросов внешних преображений. Опять же, сила – это активно заниматься силовыми нагрузками. То есть кто-то из вас с головой уйдет или в новый спорт, или наоборот активно будет заниматься, если вы уже на постоянной основе занимаетесь. А для новичков это, в принципе, пробовать свои силы и пытаться что-то поменять в своей жизни. Так как аркан у нас многогранен и может, знаете, как точечно звучать разными нотами, мы посмотрим, как он для вас проявится в принципе в этом месяце. И здесь сила, девятка чаш говорят о вопросах личной жизни. Это страсть, это увлечение, это эмоциональная сексуальная тяга. Это ситуация, когда вам есть на кого опереться, есть поддержка, есть любовь, есть гармония. То есть то взаимодействие, которого вы очень долго ждали и очень долго искали. Потому что здесь жить на полную катушку, это дышать полной грудью, это ощущать и радость, удовольствие и любовь. Если смотреть ситуацию по работе, здесь у нас ложится десятка жезлов. Могу сказать, по работе будет аврал, завал, работы будет очень много. Тут еще перемены по личной жизни, называется «хоть разорвись». Да, будет сложно, но вы понимаете, ради чего, ради кого вы это делаете и какие перспективы вам это в итоге принесет. Но мы сейчас посмотрим точечно. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе не работает. Десятка жезлов и пятерка жезлов. Это понимание, осознание того факта, что сейчас, допустим, новую работу или подработку вам не найти. Крайне высока конкуренция. Но везет тому, кто сам везет. Вы будете прикладывать максимум усилий и зарабатывать бонусы, баллы, очки, назовем это так, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Допустим, изучать новые языки или изучать новые программы, которые вам позволят зарабатывать, или там рынки труда, или криптовалюту, все то, что сейчас, скажем так, на плаву, в тренде, то, что может вам дать стабильность, активно в это погружаться. Даже если вы понимаете, что вы фактически вскакиваете здесь в последний вагон, но вы приложите действительно максимум усилий для того, чтобы закрепить свое положение. Если вы у нас в статусе соискателя, десятка жезлов и девятка пентаклей говорят о ситуации, что вы захотите попробовать, знаете, как раскрыться, получить собственный потенциал и самореализацию. То есть попробовать работать на самого себя, предлагать или товары, или услуги, которые будут вам давать, пусть изначально небольшой, но стабильный заработок. По десятке жезлов это будет сложно, это будет страшно, это будет сложно начинать, пробовать во все это дело окунаться, но вы будете понимать, ради чего вы это делаете. Ради зоны комфорта, свободы, достатка, обеспеченности и, знаете, ситуации, когда вы сам себе хозяин. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь десятка жезлов и двойка мечей. Ну, ситуация называется «хоть разорвись». Очень много работы, особенно если вы задействованы на нескольких объектах или совмещаете две вакансии, или у вас есть работа и подработка, хобби. То есть это, знаете, и направо, и налево. Да, будет сложно, но, повторюсь, будет продуктивно. Поэтому вы понимаете, что это вам будет во благо. Если смотреть ситуативно для тех, у кого есть свой собственный бизнес, то десятка жезлов и восьмерка жезлов – это
повышенный спрос на ваши товары, услуги, это активность, это действие. Ну, аврал, действительно только успевай. Это может быть ненормированный рабочий график, это могут быть сверхобъемы по продажам, по услугам, и вы тут будете измочалены, но это будет продуктивно. Опять же, много общения, контактов, социальных связей, командировок, поездок, переездов, то есть называется только поспевай. Но восьмерка жезлов – это развитие, это рост, соответственно, ситуация идет в плюс. Финансовая сторона вопроса. А вот теперь здесь смотрим. Десятка мечей. Вы скажете, а какая же здесь продуктивность, если здесь такая негативная карта, которая говорит о тратах, о потерях, о ситуации, когда по принципу денег нет, да, то есть какая здесь продуктивность может быть. Но не все так просто. Десятка мечей и влюбленные. Речь идет о том, что вы примете знаковый выбор и существенно во что-то будете вкладываться, инвестировать. То есть для кого-то это брать ипотеку, для кого-то приобретать авто в рассрочку или для кого-то копить деньги на переезд. Поэтому траты здесь будут колоссальные и существенные. Плюс помимо всего прочего это брать на себя обязательства. И для вас в апреле месяце это жить в режиме экономии ради достижения какой-то глобальной и значимой цели. Но повторюсь, для большинства это будет связано с вопросами недвижимости. То есть надо, допустим, начиная от аренды более высококлассного жилья или, допустим, офиса, если у вас там свое дело, то есть переехать в что-то более рентабельное, более солидное, или приобрести свое. Поэтому здесь действительно траты будут сумасшедшие. Вопросы здоровья по императору. С одной стороны, ситуация стабильная, сетовать не на что, потому что это карта хорошего, прекрасного, эмоционального, ментального, физического самочувствия. Но с другой стороны, это в большей степени касается мужчин. Если у вас в планах идет продолжение рода, то нужно перепроверить свои репродуктивные функции. Возможно, идет обращение к генетику, дабы устранить какие-то наследственные заболевания, да, перепроверить все вот эти моменты, все остальные нюансы. А в остальном это активность, это спорт, это укрепление духа, тела и прекрасные внешние данные. Поэтому здесь вы будете активно над этим работать. Вопросы личной жизни. Семерка жезлов. Видите, здесь как защита, комфорт, достижение цели, спокойствие. То есть достичь того, к чему вы стремились. Ну, посмотрим, как это будет созвучно с вами. Для тех, кто у нас свободен, что здесь? Семерка жезлов и восьмерка мечей. Здесь активная работа над устранением внутренних оков, страхов, гештальта прошлого, каких-то ограничений, работать над низкой самооценкой, потому что вы понимаете, это все то, что вас ограничивает и не дает вам построить личную жизнь. Как следствие, результатами этих усилий по пажу жезлов это будет новое общение, это будет знакомство, это будет, знаете, как новая вспышка страсти, новый интерес. И если же вы у нас в любовных треугольниках, то по этим картам семерка жезлов и дьявол это поставить в созависимое от себя положение вашего партнера или партнершу. Это страсть, это чувственная сторона вопроса, это сексуальная тяга, это одержимость человеком и укрепление вашего союза. И если вы у нас в стабильных отношениях, да, вот семерка жезлов и дурак. Переход отношений на новый этап, на новый уровень, для кого-то продолжение рода и вопросы деторождения. Ну и в целом, сейчас я хочу прояснить этот аркан. Видите, шестерка жезлов, карта победы, достижения. То есть для кого-то действительно вопросы бракосочетания, для тех же, кто в браке, это укрепление отношений, это новая зона комфорта, это переезд в более комфортные условия, это видеть свое гнездо. Потому что дурак и шестерка жезлов это как новый очаг. Так, в плане рекомендаций, что у вас здесь? У вас здесь ложится рыцарь чаш, прекрасная карта. Это аркан взаимодействия, компромисса, карта примирения, карта укрепления связи, взаимоотношения, карта интересных предложений и, в принципе, аркан радости. То есть дари любовь, дари радость, и, соответственно, к тебе это будет все возвращаться старицей. Помимо всего прочего, карта романтического времяпрепровождения, аркан путешествий, отдыха, отпуска. Поэтому, если в рамках этого месяца у вас будет такая возможность и временная, и финансовая, хотя бы на пару дней уделите себе время, чтобы эмоционально развеяться, восстановиться и, знаете, провести этот период как-то романтично, потому что рыцарь чаш – это еще раскрытие внутренних эмоций. Если смотреть в целом, у вас наиболее знаковые сферы в этом месяце – это финансы и вопросы здоровья. Но, как вы видите, общая энергетика месяца, наоборот, располагает к тому, что вы укрепляете
свои ресурсы, свои силы, свои полномочия и обретаете в жизни стабильность, если раньше таковой у вас не было. Поэтому это уже прекрасно. Смотрим с вами на неожиданность периода. Что здесь будет по факту? Так, тучи, кольцо и собака. Ох, какие карты. И дно колоды ключ. Видите, открыть для себя новые возможности. Итак, для тех, у кого были переживания по вопросам личной жизни, то эти переживания сойдут на нет, потому что тучи, кольцо, собака – это обретение партнера, который для вас будет не только верным другом, подругой, соратником, но действительно второй половиной, которая, ну, фактически как будет вам служить, помогать, поддерживать, знаете, как напутствовать в чем-то. С точки зрения работы, если вы переживали за каких-то контрактов, обязательств, договоров, то будет помощь, содействие со стороны партнеров или коллег, которые вам помогут выполнить поставленные обязательства или какие-то проекты, которые вы не тянете самостоятельно. И опять же, здесь по тучам это переживать из-за взятых на себя новых обязательств перед госслужбами. Ну, то есть, допустим, вы в банке взяли кредит на что-либо, но тем не менее ситуация вам по плечу, потому что дно колоды, как вы видите, ключ. Справиться с этой ситуацией, с этой задачей, а для кого-то открывать новые двери, возможно, ваш новый дом. Поэтому действительно месяц у вас очень продуктивный, он у вас замечательный. Самое главное, это, знаете, как говорю, не вешать нос, и все в вашей жизни будет прекрасно. Но мы, конечно же, в свою очередь, все какие-то негативные аспекты для вас закроем позитивными, чтобы в жизни была только радость, гармония, взаимопонимание, ну и достижение для вас самых-самых благоприятных аспектов. От вас по прошествии периода буду ждать весточки, как отыгрался этот расклад. Буду вам признательна за энергообмен, за обратную связь. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.